Хочу познакомить тебя с настоящим симулятором России, в котором можно делать буквально что угодно. Например, ходить на обычную работу, служить в армии или устроиться в полицию и бороться с преступностью. Если тебя это не привлекает, можно заделаться бизнесменом и гонять на крутых тачках, либо пойти не самым законным путем и ездить на разборки. Помимо крутой симуляции жизни, есть куча развлечений. Можешь тюнить тачки, тусить со своими друзьями и добиваться любых высот. Игра не имеет ограничений, скачивай игру по ссылке в описании и отрывайся по полной на улицах Новороссийска. Всем привет, с вами Марти, и этот день наконец настал. Сегодня я во всех подробностях расскажу вам о моем АУГе, как я его покупал, тюнил, устранял люфты и так далее. Не переключайтесь, будет интересно. Для начала рекомендую посмотреть мое предыдущее видео, в котором я довольно подробно осветил тему Bullpup оружия, в том числе рассказал и про АУГ, а также ответил на вопрос, почему я считаю АУГ лучшим страйкбольным приводом компоновки Bullpup. Впервые купить АУГ мне захотелось еще пару лет назад, но я сразу отложил эту идею в дальний ящик, потому что приводов у меня и так было достаточно, да и жил я на съемной квартире, где места было не то чтобы много. Но когда я переехал в собственный частный дом, организовал себе полноценный рабочий кабинет и сделал в нем стенд с моими пушками, мне сразу захотелось пополнить свою коллекцию необычными приводами. И начать я решил, конечно же, с АУГа. Изначально я хотел купить CQB-версию с укороченным стволом, но этой модели не оказалось в продаже ни в одном из страйкбольных магазинов, даже в тех, где на сайте было указано ее наличие. Тогда я решил, что возьму себе АУГ А3 с полноразмерным стволом и рисцевьем. Но и эта модель во всех страйкбольных магазинах давно отсутствовала. В итоге я совсем опустил планку требований и решил заказать АУГ А2 с единственной планкой Пикатини, но даже этого привода на тот момент в продаже я не нашел. На сайтах некоторых магазинов висел только АУГ А1 с интегрированным оптическим прицелом, но мне такой вариант не подходил, потому что на нем некуда ставить камеру для съемки геймплеев. Да и оптический прицел у этой модели, мягко говоря, так себе, и заменить его, скажем, на коллиматор вы не сможете. Поэтому, несмотря на свою каноничность, страйкбольный АУГ А1 особо никто не покупает. В итоге мне пришлось облазить несколько барахолок, чтобы найти единственное годное предложение о продаже АУГ А2 от Snowwolf. Привод оказался слегка ушатанный и с явными люфтами, но зато стоил он недорого, да и в придачу с ним шло 5 механ, поэтому мне пришлось докупить всего 2 штуки для полного комплекта. Кстати, все магазины также производства Snowwolf, и они реально классные. Легкие, прочные и вмещают по 120 шаров. К сожалению, в отличие от боевых, страйкбольные магазины непрозрачные, так что количество оставшихся шаров в них не видно. По длине ауговские магазины немного короче стандартных эмочных и тем более короче магазинов АК. Поэтому в подсумке придется что-нибудь подкладывать, чтобы магазины не утопали в них полностью. А вот что касается самого привода, то меня смутила слегка нестандартная планка Пикатини, на которую нормально встают далеко не все прицелы, из-за чего некоторым пользователям приходится ее подпиливать, как сделал и предыдущий владелец этого привода. Скажу сразу, если вы хотите купить хороший АУГ, то обратите внимание на привода от Tokyo Marui или Classic Army, но только вот в России вы их вряд ли найдете, разве что на барахолках или придется заказывать у страйкбольных барыг, но это долго и дорого. Поэтому для большинства остается единственный вариант – это покупка привода от Snowwolf. Стоят их АУГи в районе десятки, и на мой взгляд своих денег они стоят однозначно, и вот почему. Во-первых, пока привод новый, особых люфтов корпуса вы у него скорее всего не заметите. Единственное, что будет сильно бесить, это звенящая передняя рукоятка. Хватит это терпеть! Но о том, как устранить эту проблему, я рассказывал в отдельном видео. А что касается люфтов корпуса, будьте уверены, после нескольких игр они появятся, но избавиться от них совсем не сложно. Напомню, что АУГ быстро и легко разбирается на 3 основных части. Это ствол с камерой хоп-апа, затворная группа и пластиковый корпус, в котором находится гирбокс. Именно в местах сочленения этих деталей и наблюдаются основные люфты.
Чтобы их устранить, достаточно подтянуть все крепежные винты и добавить немного изоленты в местах сочленения, чтобы части соединялись очень плотно. Кто-то наверняка скажет, что использование изоленты — это колхоз. Отчасти так и есть, но если этот колхоз реально работает, то зачем от него отказываться? Хочу сказать, что после устранения люфтов привод не только стало приятнее держать в руках, но у него также заметно увеличилась и кучность стрельбы, что лично для меня намного важнее. А что касается люфта передней рукоятки, то полностью устранить его не удалось даже при помощи изоленты. Проблему люфтящей передней рукоятки можно устранить лишь одним способом – приварив ее намертво, как делают некоторые владельцы аугов, либо поставить на ее место планку Пикатини и установить обыкновенную переднюю рукоятку. Добавлю еще несколько коротких лайфхаков. Если вас напрягает легкий люфт магазина, то его можно легко убрать, наклеив десяток слоев изоленты на дно магазинной шахты. Еще одним косяком страйкбольного ауга является небольшое отверстие в задней стенке шахты магазина. Если вы будете перезаряжать привод, подняв ствол вверх, то в это отверстие обязательно закатится несколько шаров, которые попадут в приклад и будут кататься там до тех пор, пока вы не разберете привод, чтобы эти шары вытряхнуть. Чтобы этого избежать, рекомендую сразу заткнуть это отверстие куском пенки из коробки от привода. Следующий минус ауга, от которого у многих пригорает, это часто теряющийся резиновый тыльник приклада. Поначалу тыльник довольно жесткий и хорошо держится, но после нескольких игр он размягчается и может случайно потеряться. Чтобы этого не допустить, рекомендую прикрепить его к приводу с помощью тонкого пластикового хомутика. Прожигаете отверстие раскаленной плоской отверткой и неплотно соединяете детали хомутом. Второе достоинство аугов от Snow Wolf — это неплохие характеристики в базовой комплектации, то есть с приводом можно вполне нормально играть, ничего в нем не меняя. В базе он выдает около 120 метров в секунду и имеет неплохую кучность стрельбы, но мне это маловато, поэтому мы плавно переходим к теме тюнинга. Начнем с гирбокса. Извлекается он почти так же легко, как производится и неполная разборка привода. Откручивайте заднюю крышку и вытряхивайте содержимое приклада. У гирбокса предусмотрена возможность быстрой замены пружины. Сам гирбокс вполне стандартный третьей версии, такой же, как на приводах АК серии, но с парочкой дополнений. В частности, усиленная моторная рама и доработанная контактная группа двойного действия. Напомню, что триггер на ауге работает в двух режимах. При неполном нажатии производится одиночный выстрел. При зажатии до конца привод дает очередь, как и на боевом прототипе. С одной стороны, это удобно, но из-за длинного тугого хода спускового крючка указательный палец быстро устает, особенно если стрелять одними лишь очередями. Но чуть позже мы это поправим. Кстати, не забудьте смазать тягу спускового крючка силиконовой смазкой, чтобы он ходил более плавно и беззвучно. Что касается внутрянки, то она вполне добротная. По мнению мастера, который тюнил мой привод, качество деталей получше, чем в приводах от фирмы Cima. Кстати, все мои привода я отдаю на тюнинг только в мастерскую Gearbox в Краснодаре. Выражаю им особую благодарность за помощь в подготовке данного видео. Ссылку на их группу ВКонтакте я оставлю в описании к видео. Вернемся к деталям. Поршень пластиковый с одним металлическим зубом. Голова поршня пластиковая. Тапет-планка стандартная, пластиковая. Цилиндр стальной, без отверстия. Голова цилиндра пластиковая, стандартная, АК типа. Нозл пластиковый, удлиненный, общая длина 25 мм. Шестерни стальные, стандартные. Направляющая стальная, без подшипника. Стволик латунный, самый обычный. Камера хоп-апа пластиковая. В целом комплектующие неплохие, можно спокойно играть, но я хочу прокачать привод на дальность, кучность и надежность. Для этого мы установим следующие детали. Стволик стальной 603 от Lambda, длина 509 мм. Резинка Prometheus фиолетовая. Камеру хоп-апа оставляем базовую пластиковую, замены пока не требует. Цилиндр ставим алюминиевый от Leopard. Голова цилиндра Cima Silent Set.
Нозл латунный для ауга от Deepfire. Поршень Leopard с металлической гребенкой. Голова поршня SHS Silent Set. Шестерни SHS Super Shooter 18:1. Мотор SHS High Torque. Провода решили пока оставить базовые, но немного их перепаяли. В целом провода неплохие. Но через пару месяцев я планирую поставить модуль проводки от ARM-V с оптическими датчиками, как только они выпустят версию для третьего гирбокса. В итоге привод стал стабильно выдавать 132 метра в секунду, и это на базовой пружине, то есть за счет улучшения одной лишь компрессии. К тому же, благодаря более мощному мотору увеличилась и скорострельность. Например, сейчас в приводе аккумулятор на 7,4 вольта, а темп стрельбы примерно такой же, как со старым мотором, но аккумулятором на 11,1 вольт. А теперь самое интересное. На играх я работаю в основном очередями, поэтому длинный и тугой ход триггера на ауге мне категорически не нравится. Палец дико устает. Поэтому мы сняли с гирбокса отсекатель одиночного огня, чтобы привод стрелял автоматом даже при коротком нажатии спуска. Полное отсутствие одиночки меня совершенно не беспокоит, ведь я и сам могу отсекать одиночные выстрелы. Можно было бы рассказать еще и про покраску привода, но эта тема слишком объемная, чтобы пихать ее в данное видео, поэтому про покраску я сниму отдельный ролик. Ну а пока я его делаю, вы можете посмотреть другие видео на канале, их там много. Поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок и будьте адекватными.